11 ошибок планировки дома. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Продумывая проект дома, заказчики, как правило, исходят из принципа планировки квартиры и забывают учесть вспомогательные помещения. Бывает и наоборот, выбравшись из стесненных городских условий проживания, они решают строиться с размахом и закладывают в проект комнаты, куда впоследствии наведываются лишь для проведения уборки. Иногда на бумаге планировочная схема кажется вполне удачной, однако, заселившись, хозяева понимают, что обживаться непросто. В первую очередь стоит определиться с количеством уровней. Как показывает практика, в финансовом плане строительство одноэтажки выгоднее. В таких домах нет лестниц, которые воруют полезную площадь и, как правило, дорого обходятся. Отсутствие лестниц значительно упрощает навигацию по дому, особенно если в семье есть маленькие дети и люди преклонного возраста. В одноэтажном доме, в отличие от коттеджа в несколько уровней, гораздо проще и дешевле монтировать инженерные коммуникации, отопление, водоснабжение и прочее. Однако в случае с одноэтажкой придется жертвовать площадью участка. Так что если земельные владения невелики, один этаж с широкой площадью основания займет слишком много места и будет выглядеть громоздко, не оставляя возможности развернуться при организации зон отдыха на открытом воздухе. Поэтому в такой ситуации двухэтажный дом – идея более привлекательная. Кроме того, к достоинствам коттеджа в несколько этажей можно отнести более эффектный экстерьер и хорошую обзорность из окон. Итак, при зонировании внутреннего пространства одноэтажки встает вопрос естественного освещения. Чтобы все комнаты были достаточно напитаны светом, их привязывают к наружным стенам. Центральную темную часть, куда не проникает солнце, отдают под подсобные помещения и коридоры. Комнаты общего сбора, кухню, столовую и гостиную лучше объединять по принципу студии, согласно которому пространство вовсе не имеет перегородок, зонировано мебелью или разделено условно невысокими, не достигающими до потолка стенками. Проект в 2 жилых уровня дает возможность уменьшить площадь фундамента на 30–40% по сравнению с одноэтажкой, рассчитанной на то же количество помещений. Обычно верхний этаж представляет собой мансарду. Здания из 3 уровней в последнее время встречаются все реже. Как рассказывают бывалые, это не очень удобно, бегать по лестницам слишком утомительно. Несмотря на все плюсы одноэтажной постройки, нужно учитывать, что площадь кровли, а значит и ее стоимость будет больше, чем в случае с двухэтажным домом. Составляя перечень необходимых комнат, нужно разделить их по функционалу на жилую и хозяйственную. К первой относятся жилые комнаты, ко второй – кухня, санузлы, прачечная, кладовки, котельная и прочее. Когда речь идет об одноэтажном коттедже, то, как уже говорилось выше, под вспомогательные комнаты выкраивают место в центре постройки. Второй вариант – обустроить их в крыле или в пристройке, где нет окон. Коттедж в несколько уровней диктует свои планировочные решения. Начнем с цокольного этажа. Это удовольствие не из дешевых, он требует немалых затрат на дренажную систему, эффективное утепление и гидроизоляцию. Однако, когда таковой в проекте заложен, туда выносят вспомогательные помещения. Если останется место, обустраивают сауну, бассейн, тренажерный зал и тому подобное. Первый этаж – это всегда парадная часть дома. Главная комната здесь – гостиная. Место общего сбора всех домочадцев. Помещения, соседствующие с ней, отводят под кухню-столовую и гостевой санузел. Второй этаж, как правило, отдают приватным покоям. Детской, спальням, ванной, кабинету и прочим. В целом 2 жилых уровней вполне достаточно, чтобы обустроиться с комфортом. Но в ряде случаев надстраивают мансарду, она подходит под игровую зону, бильярдную, домашний кинотеатр. Рассчитывая примерную площадь, будущие домовладельцы часто забывают подсчитать площадь лестниц, холлов, котельной, прачечной и так далее. В итоге они бывают крайне удивлены, когда при создании эскизного проекта оказывается, что общая площадь дома увеличилась на 50–100 квадратных метров. Как показывает практика, один из самых сложных планировочных элементов дома – это лестница. Удобная и безопасная конструкция имеет угол наклона 30% и занимает ориентировочно по 5 квадратных метров на каждом этаже. Этот элемент, связывающий этажи здания, может находиться в центре постройки. В таком случае часто устраивают выразительное двухсветное пространство. Сама лестница занимает достаточно много места и превращается в центрообразующую деталь интерьера. Лестница, примыкающая к стене, выступает всего лишь одним из планировочных модулей.
В большинстве случаев она представляет собой простую двухмаршевую конструкцию с забежными ступенями. Хозяева, стремящиеся спланировать площадь максимально рационально, размещают под ней кладовую, гардеробную и рабочее место. Оптимальным считается уклон лестницы в 30 градусов, ширина проступи, горизонтальная плоскость ступени 34-37 см, высота подступенка, вертикальная часть ступени, закрывающая зазор между соседними проступами 14-17 см. С мелкими недочетами строительства еще можно смириться или устранить их с минимальными затратами. Планировочные ошибки исправлять довольно сложно. Приведем самые распространенные из них. Первое. Отсутствие тамбура. В современных проектах он встречается нечасто. Однако тамбур, как буферная зона, бережет тепло основных помещений дома. Глубина этой зоны должна быть не менее 1,2 метра. Второе. Отсутствие прихожей. Не все проекты предполагают место, где можно снять верхнюю одежду и обувь, но аналогично квартире прихожая с обувницами, скамейками, крючками для одежды или шкафами должна быть обязательно. Третье. Гараж под спальней. В большинстве случаев гараж служит не только местом прописки автомобиля, но и домашней мастерской, а также складом для хранения различных вещей. Так что любая активность в этом помещении будет мешать домочадцам, отдыхающим в своих приватных покоях этажом выше. К тому же нередко в помещение сверху проникает запах бензина. Поэтому рекомендация опытных домовладельцев – построить отдельно стоящий гараж или же сделать одноэтажную пристройку к дому. Четвертое. Опасная лестница. Известны случаи, когда на этапе проектирования дома про лестницу вообще забывали и пытались встроить ее уже после окончания строительства. В результате получалась конструкция, полностью противоречащая принципам безопасности и эргономики. Пятая ошибка – раздельные кухня и столовая. По этому вопросу мнения разнятся. Есть сторонники идеи совмещенного пространства, так хозяйке проще принимать гостей и сервировать стол. Кроме того, прием открытого пространства визуально добавляет интерьеру объема и воздуха. Однако бытует мнение, что кухонные запахи и суета не должны мешать трапезе. Впрочем, в современных проектах чаще встречаются планировки, где кухня и столовая объединены. Условной границей между ними могут служить кухонный остров, барная стойка и тому подобное. Иногда кухню специально разделяют на две зоны – рабочую, ее утапливают в нишу так, чтобы вся утилитарная начинка была максимально скрыта от глаз, и парадную, совмещенную со столовой и гостиной. Шестая. Недостаточное количество подсобок и мест хранения. О том, что мест хранения недостаточно, домовладельцы чаще всего задумываются только на этапе меблировки дома. Поэтому рассчитать количество гардеробных комнат, кладовых, спланировать хозблок и различные системы хранения следует еще на этапе подготовки проекта. Седьмая ошибка – отсутствие санузла на втором этаже. Многим на этапе проектирования эта идея может показаться непозволительной роскошью, но большинство домовладельцев делятся, что спустя годы пришли к выводу – в двухэтажном коттедже санузел должен быть на каждом уровне. 8. Санузел, выходящий в гостиную или столовую. Чтобы не доставлять неудобства как гостям, так и домочадцам, двери санузлов, а также подсобок не должны выходить в общественные зоны – гостиную или столовую. Проходные жилые комнаты. Пожалуй, проходными зонами могут быть только гостиная и кухня-столовая. Однако, если дом небольшой и гостиную планируется использовать в качестве гостевой, лучше ее сделать изолированной. 10. Один вход в дом. Должно быть минимум 2 входа в дом, один со стороны улицы, второй для выхода в сад, иначе вам всякий раз придется обходить дом кругом. И 11-я ошибка – жилые комнаты без окон. Нормам освещения жилых зданий посвящен целый свод правил по проектированию и строительству СП 23-102-2003. Помещения без естественного света можно использовать под гардеробные, кладовые и санузлы. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Ольга Чеплыгина. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.